Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я вам расскажу про достаточно спорную, но при этом все же интересную камеру Sony Alpha 3000. С одной стороны, это максимально упрощенная камера, у которой материалы изготовления копеечные, в ней очень мало органов управления, кнопки расположены дурацко, и вот все, что можно было в ней урезать, все, что можно было ухудшить, так сказать, оптимизировать с точки зрения затрат на ее производство, там все с ней произошло, что могло быть плохое, но при этом в то же самое время у этой камеры отличная матрица и очень гибкая картинка. Вот такой вот парадокс. Ну и, наверное, где-то годик еще назад вы, мои зрители, подписчики мои дорогие, просили сделать на нее обзор в комментариях, ну, и я заинтересовался, мне самому стало очень любопытно, и, естественно, я пошел сразу же на Авито и купил себе эту камеру с китом 18-55 мм. Напомню, если вдруг недавно смотрите мой канал и не в курсе, я вообще-то камеры обычно все, про которые делаю обзоры, покупаю за свои деньги. Ну, в основном это старые какие-то камеры, поэтому они не стоят там каких-то невероятных тысяч, миллионов, но тем не менее все-таки это довольно существенные траты. Так что традиционно, как обычно, напоминаю, что у меня есть Boosty, можете подписаться по ссылке в описании, если вам хочется поддержать канал. Ну и давайте для начала попробуем, прежде чем приступим непосредственно к обзору, попробуем понять, в каком контексте камера появилась, какие у нее корни, что вообще в принципе способствовало ее появлению и чем Sony руководствовались, когда ее создавали. Все-таки это такой довольно серьезный огрызок. Ну, логика происхождения здесь вполне себе понятна. Как я уже рассказывал в обзоре на Nex 6, камеры предыдущие с E-байонетом Nexus, собственно, должны были мутировать в новые камеры Alpha, такие же беззеркалки, в общем-то, но с несколько измененной уже философией и примерно с сохранением той же направленности, скажем так. Так, например, флагманская Sony Nex 7 у нас переродилась в полнокадровую беззеркальную камеру Alpha 7. Sony Nex 6, про которую я как раз упоминал, он у нас стал прародителем для 6000 серии, которая ныне, в общем-то, считается как раз единственной, наверное, актуальной среди кропов Sony. Ну, Sony Nex 5 чуть более простенькая породила как раз-таки самые простейшие Альфу 5000 и 5100, ну и на этом как-то линейка их подзагнулась. Ну и логично, что самые дешевые, самые простые, самые вот примитивные камеры из серии, это Nex 3, должны были у нас превратиться в Alpha 3000. Вот только форм-фактор у A3000 очень солидно отличался от обновленной линейки у Sony, потому как 5000 и 6000 камеры, они остались такие же, в общем-то, по форме и по сути своей, как Nexus, то есть маленькие, плоские, максимально компактные, с куцым хватом, что большой минус по мне, таким очень неэргономичным и неанатомичным. Но, тем не менее, это действительно маленькие, компактненькие камеры, беззеркалки, вот во всей их красе. Sony A7 хоть и имела, конечно, да, такую номинальную форму, как у зеркалки, но все равно она достаточно маленькая, даже хват там, пожалуй, меньше, чем у флагманов Micro 4 третьих тех лет. Но наш сегодняшний герой, несмотря на то, что это беззеркалка, все же внешне больше похож на какие-то зеркальные камеры начального уровня, такие как там, не знаю, Nikon D3000 или там Canon 1100D. Ну, более правильно, конечно, сравнивать его с начальным уровнем той же Sony, с A-байонетом минолтовским. Получается, что камера мимикрирует вот под зеркалки начального уровня, но при этом даже относительно самых простых камер она довольно сильно урезана по функционалу. И вышла она, что как раз иронично, одновременно практически в 2013 году с Alpha 7. То есть, мягко говоря, Alpha 7 первая вообще-то встряхнула рыночек, перевернула представление у людей о том, что ничего себе, полный кадр, да еще и беззеркальный. Наконец-то кто-то это сделал, можно и нам начать разрабатывать. Дала, в общем, толчок в развитии современных технологий. И в это же время у нас выходит вот эта вот странная, ужасная, какая-то непонятная, упрощенная, суперкопеечная Alpha 3000, которая метит явно в, ну, просто максимально любительскую
зрительскую аудиторию. И да, наверное, здраво то, что она выглядит как зеркалочка, потому что, ну, для людей в те года, вот когда там это 10 лет назад, собственно, уже было. 10 лет назад, да, для человека, который ничего не смыслит в фотографии, действительно казалось, что такая вот большая камера, похожая на зеркалку, она у тебя будет снимать явно лучше, картинки совершенно иного уровня у тебя станут, нежели ты снимаешь на какой-нибудь там премиальный компакт с матрицей 1.1.7 или 2/3, например, или уж тем более на телефон. И это, конечно, так, но только если ты собираешься все-таки снимать в RAW и у тебя есть хоть какие-то навыки обработки его. А это уже для любителей может быть сложновато, и они предпочтут снимать JPEG, и какого-то большого преимущества по качеству картинки в JPEG они не увидят относительно даже какой-нибудь мыльницы. Ну, в мыльнице, да, будет картинка более мыльная и дерьмовая, но, тем не менее, фактически каких-то крутых кадров вряд ли любитель, снимающий в авторежиме, сможет добиться здесь. Плюс еще надо как-то пробиться через очень примитивное, очень плохо реализованное здесь визирование, потому что здесь экранчик на 200 тысяч точек и видоискатель электронный вообще на 201 тысячу точек. Это просто вообще кошмар, как будто это камера из нулевых. В то время даже у самых простейших беззеркальных камер AV все-таки имели разрешение хотя бы 1,5 миллиона точек. Ну, вообще в идеале 2,3 миллиона. А здесь просто 200 тысяч. Так что я сильно сомневаюсь, что могли какие-то начинающие фотографы получить от этой камеры хоть какое-то удовольствие и вообще хоть чего-то от нее добиться. Но, с другой стороны, для тех, кто шарит, эта камера и даже сейчас является довольно-таки неплохим, максимально дешевым, бюджетным способом ворваться в кропы Sony, в eBayonet и попробовать его посмотреть, на что он способен. Несмотря на то, что все, что их окружает, очень плохо в этой камере, но вот матрица и процессор у нее действительно очень достойные, и можно добиться хороших результатов при желании, если с ней повозиться. Ну и, наконец, пришло время покрутить камеру в руках и рассмотреть ее получше. Корпус у камеры из дешевого, такого тонкого, хрустящего пластика. Я не знаю, слышно или нет, как камера хрустит при скручивании. Внутри он полупустой. То есть вот ты где, в любом месте, где бы ты ни постучал, полная, абсолютная какая-то пустота. В ней ни черта нет, это просто декорации. Внешне А3000, причем выглядит очень, скорее, похоже на SLT какие-нибудь от той же Sony. То есть вот у меня есть SLT-шка, они выглядят как, я не знаю, как близнецы в принципе. Хотя тут имеется полупрозрачное зеркало, поэтому, не знаю, ну и камера чуть посерьезнее, она чуть покрупнее, но в целом, как видите, общие такие черты в дизайне просматриваются. Как вы поняли по этим пустым звукам, она искусственно укрупнена, что выглядит просто как-то смехотворно. Это же, по сути, максимально удешевленная какая-то версия ответвления такой серии Nex. Сверху в этом фальшивом горбе скрывается крышечка, такая достаточно тоже маленькая и убогонькая. С другой стороны горбика имеется кнопка, которая отвечает за переключение между электронным видоискателем и экранчиком. Причем на эту кнопку тебе придется очень часто нажимать при желании, если ты захочешь переключиться сюда или сюда. Так как автоматического переключения между экраном и EV нету. Он, даже у камер Sony в 2004-2005 году стоял, а тут вот нету никакого датчика приближения. Тут даже нет наглазника резинового какого-либо около видоискателя. Это просто цельный с корпусом такой пластиковый наплыв. При этом у этого и без того крохотного видоискателя разрешение ниже, чем у экранчика, что вообще смешно. Тут что-то 200 тысяч точек. Тут и экранчик-то никакущий, 230 тысяч точек. Напомню, в 2013 году, когда у большинства Sony уже там в 2010 были по миллиону точек экраны, у древней Sony R1 качество было выше. Тут же, если ты смотришь в AV вот этот, то там просто очень все страшно, все выглядит будто, я не знаю, мир стал 8-битным и весь состоит из очень-очень сильно заквадраченных спрайтов. Еще сверху у нас есть колесико выбора режимов. Оно не очень тугое, но
в принципе, случайно его сбить, наверное, будет трудно. Рядом кнопка просмотра, кнопка спуска и рычажок включения. С этим все хорошо. То есть рычажок нормальный, не скользит, не люфтит, включается, выключается, все достаточно быстро. Ну, я имею в виду, само нажатие происходит. Камера включается чуть подольше, но, кстати, быстрее, чем Nex 6, который я недавно рассказывал. Сзади есть здоровенная кнопка видео, но нет, я на нее не нажимал, меня тут не проведешь, ну вас нафиг. На крестовине, в общем-то, идентично Nex, тут кнопки дисплей, ISO, протяжка, экспокоррекция. В середине ОК. Ну и крестовина же является единственным колесиком для изменения параметров. Еще две кнопки сверху и снизу, они, собственно, для серфа по меню, как и в Nex. То есть, вот тут верхняя у нас вызывает меню, и вернуться назад можно из него. Нижняя вызывает справку для дебилов. В смысле для начинающих фотографов, простите, я немного оговорился. Еще, если вы видите, и тут не отсвечивает камера, заботливо подсказывает, в какую сторону мне открывать и закрывать диафрагму, и что произойдет с объектом. Причем вот тут на экране написано RAW плюс JPEG, это не ошибка. Я вообще-то не снимаю в JPEG, даже в таком формате RAW плюс JPEG, но снимать можно только так, то есть здесь нет отдельного RAW. Короче, все сделано для самых маленьких. И при этом внезапно камера была укомплектована по умолчанию в ките объективом 18-55, а не убогим 16-50 блином. Вот 18-55 реально приличный объектив. Снизу крышечка открывается вот таким образом. Такая же абсолютно батарейка, как и у Nex, на 1020 мАч. Ну, она, в общем-то, не очень живучая. Ну, опять же, на 300-400 фото ее вполне хватает. Слева под пластиковой крышкой у нас находится слот, единственный для карты памяти. Слава богу, он не в батарейном отсеке, и доставать карточку отсюда удобно. Рядышком также расположен разъем microUSB. Через него камера также может замечательно, прекрасно заряжаться. Можно сколько угодно говорить о том, как Альфа 3000 урезана, как ею ужасно неудобно пользоваться и вообще какая она плохая, но нельзя отнять и тот факт, что матрица у нее очень хороша. 20-мегапиксельный сенсор Sony здесь ничуть по мне так не уступает очень удачному 16-мегапиксельному по своим характеристикам. RAW у камеры очень гибкие, инфы и в светах, и в тенях абсолютно предостаточно. И даже по сегодняшним меркам динамический диапазон с этой камеры может считаться очень-очень неплохим. Также камера хорошо себя чувствует и в ночное время, потому как тут есть оптическая стабилизация в объективе, немножечко она стабилизирует, там буквально пару-тройку стопов экспозиции может скомпенсировать, но при этом можно еще и смело поднимать ISO на 1600 вообще абсолютно беспроблемно можно снимать, никаких особых ухищрений не потребуется, все в порядке с картинкой. Даже на 3200 у меня некоторые кадры получались вполне себе неплохие. То есть, в принципе, матрица шумит не очень сильно. Не знаю, чем это достигнуто. Возможно, как раз-таки каким-то процессорной обработкой, может быть, шумодав какой-то встроен неотключаемый. Но, тем не менее, на 1600 ISO, когда снимал, детали не были где-то съедены, я не увидел никакой акварельности. Шум присутствовал, но он не руинил детали особо сильно. А вот на 3200, да, уже немножечко заметно влияние какой-то обработки. На матрице, скорее всего, все еще тут присутствует сглаживающий фильтр. Точной информации у меня о его наличии или отсутствии нету. Я не нашел, по крайней мере, инфы. Потому что в те времена, в 2013 году, каждый производитель, если у него убирался антилязинг фильтр с матрицы, он прям кричал во всеуслышание о том, насколько у тебя станет резче картинка, как прибавится детализация, скромно умалчивая при этом про то, что у тебя при этом еще появится муар. Ну а тут что-то даже в буклетах нигде рекламных ничего не пишут про это, так что скорее всего я предполагаю, что сглаживающий фильтр здесь есть. Хотя резкости тут и так предостаточно, 20 мегапикселов это довольно много, и вот
Далее будет несколько примеров с близкого расстояния, с далекого расстояния, достаточно детализированных картинок. С этим все в порядке. Конечно же, резкости будет достаточно и для любительских каких-то пейзажей. К тому же достаточно широкий динамический диапазон тоже способствует в этой стезе, чтобы камера себя хорошо проявляла. Бесит только дрянная цветопередача и плохой баланс белого автоматический. Он, абсолютно никудышный. В те времена, я уже неоднократно рассказывал, в 10-й раз не буду повторяться, но вообще у Sony в RAW, в JPEG все было очень плохо, особенно в RAW, там вообще картинку постоянно куда-то уносила в зелень, в синеву, иногда могла спонтанно стать какой-то, наоборот, очень сильно маджентовой. Я вообще не понимаю, чем там алгоритмы руководствуются, когда это все происходит. JPEG вообще кошмарные, там лучше туда даже не смотреть, чтобы сохранить свою психику здоровой. Так что, как видите, камера начального уровня готовит своему пользователю вот такие вот сюрпризы. То есть тебе придется возиться с равами. Равы, как я уже сказал, очень гибкие, очень хорошо настраиваются, так что при желании, если засесть за обработку, можно накрутить там очень хороший, приятный цвет. Абсолютно все, что угодно по вкусу можно с ними сделать. Но, как вы понимаете, придется на это потратить дополнительное время и дополнительные какие-то усилия. Что интересно, автофокус здесь хоть и только контрастный, он работает, по мне, так лучше и быстрее, чем гибридный автофокус контрастно-фазовый, который в некоторых Nex'ах уже последних поколений стоял. Реально, я на эту камеру когда снимал, пускай, да, там точка здоровенная, по которой фокусируется, пускай это только контрастный метод, и он быстро прогон делает линз взад-вперед, но он реально попадает лучше, чем самых первых поколений гибридный, который, прям реально что-то елозит, там думает, реально тогда очень сырая это была технология. Сейчас к Sony вопросов нет по автофокусу, вообще абсолютно шикарный автофокус, наравне с Canon они прекрасны, но вот в те времена было очень грустно. Раз мы про автофокус заговорили, A3000, да, она крупная, похожая на зеркалку, у нее очень громко шлепает затвор. Опять же, это такая ужасная болезнь, которую до сих пор Sony, по-моему, не излечили. Чуть потише у последних камер затвор стал шлепать, но, в общем, у всех Sony механический затвор кошмарно громко шлепает. Короче, я это к чему говорю? Камера, несмотря на все эти недостатки, все, что я сейчас озвучил, на удивление неплохо подходит для стрит-фотографий. У меня на нее вполне сносные снимки получались при спонтанной какой-то съемке, при съемке от бедра. Так что для стрит-фоток она вполне годится. Ну и, конечно же, понятно, что камеру такую покупают люди не для каких-то серьезных задач, а для того, чтобы
сделать себе какие-то семейный альбом фотографий из какого-нибудь отпуска, сняться на фоне каких-нибудь заезженных туристических мест. Ну и самое главное, камера такая покупается для того, чтобы фотографировать котиков. И Sony A3000 с этим отлично справляется, я подтверждаю. Ну, а по итогу-то что я скажу? Какой у меня вердикт? Ну, Sony A3000 это одна из самых чудовищных, ужасных, убогих, очень неудобных, максимально порезанных и говенных камер, которые я использовал. Но при этом у нее абсолютно роскошные равы, у нее гибкая картинка, с которой можно творить чудеса. Если вам пофиг на те недостатки, которые я сейчас озвучивал, то в принципе чисто для фото и не для каких-то там серьезных задач, а просто чисто по приколу, это действительно неплохая камера на e-байонете даже сегодня. Через год после выпуска Alpha 3000 Sony выпустили Alpha 3500, и она вообще ничем не отличается. Это абсолютно та же самая камера по всем характеристикам, то есть тушка буквально практически, по-моему, вообще ничем не отличается. Насколько я понимаю, по крайней мере, по бумагам, которые я посмотрел, да, по характеристикам, изменения здесь постигло только объектив. У A3500 они поменяли хороший, который был до этого, вот который я использовал, реально нормальный объектив 18-55 f3.5 f5.6 на какой-то его ухудшенный вариант 18-55 f4 f5.6. Там и оптический объектив хуже, материалы ухудшились. То есть за счет вот еще и объектива тут зачем-то удешевели, это реально сблев. Так что будьте внимательны, если вдруг появится желание эту камеру купить, выбирать будете между A3000 и 3500, внимательно смотрите, какой там объектив. Если там будет вот f4, f5.6, никогда в жизни не берите или берите только тушку, этот объектив дерьмо. Ну, я надеюсь, что вам было интересно узнать что-то новенькое про что-то старенькое. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И, в общем, всем хороших снимков. Пока.